Всем привет! Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». В прошлый раз мы говорили с вами о том, как США теряют Ближний Восток и, в общем-то, пришли к выводу, что нет оснований как-то переживать и тревожиться по этому поводу. В прошлый раз я говорил, что Китай и Россия — это те страны, которые, казалось бы, получают свои плюсы от того, что Америка Ближний Восток теряет. Давайте чуть подробнее сегодня остановимся на России и на том, что же она, собственно, на Ближнем Востоке делает. В качестве того, как Россия налаживает связи с странами Ближнего Востока, с арабскими государствами, предлагаю использовать Петербургский международный экономический форум. Дело в том, что это бизнес-площадка, которую в свое время называли, да и до сих пор называют русским Давосом, хорошо показывает, как на фоне продолжающегося владычества США на Ближнем Востоке страны региона смотрят в другие стороны, в сторону других центров силы. В 2024 году почетный статус страны-гостя получил султанат Оман. В 2023 году это были Арабские Эмираты, до этого Египет, а до этого Катар. Мы видим, как каждый год, вне зависимости, кстати, от российской специальной военной операции и разрыва с Западом, который за ней последовал, Россия пытается наладить экономические связи с Ближним Востоком, за которыми неизменно следуют связи политические. Приглашение Омана в 2024 году не случайно. Дело в том, что эта страна хочет повысить уровень своих отношений с Россией до уровня стратегического партнерства, уровня вполне серьезного и дипломатически тяжеловесного. Кроме того, Россия рассматривает Маскат, то есть Оман, да, как такие ворота на рынок Ближнего Востока. А рынок это, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, оценивается в впечатляющие $2 триллиона. На рынок Омана, например, хочет выйти российская компания Wildberries. Ее руководители отмечают, что на оманском рынке практически нет конкурентов, и это очень перспективное поле. Кроме того, российская группа компаний «Цифра», которая занимается цифровой безопасностью, также хочет сотрудничать с нефтяной и газовой промышленностью султаната, чтобы обеспечивать защиту данных и, в общем, кибербезопасность. Оман также хочет импортировать российские фрукты и овощи и наращивать импорт зерна. То есть отношения на уровне экономическом развиваются активно, и мы видим, как политическое событие, такое как Петербургский международный экономический форум, который, мы понимаем, конечно, находится на стыке экономики и политики, эти отношения как бы демонстрирует, да, и показывает их всему миру. Экономические отношения не нужно недооценивать. Дело в том, что тот самый мировой порядок, да, новый, которого мы все ждем, многополярный, он предполагает, что экономика и политика идут как бы нога в ногу, что страны не пытаются навязать друг другу каких-то невыгодных, сторонних, транснациональных, общечеловеческих политических решений, а просто торгуют друг с другом, уважают взаимные интересы друг друга и, собственно, взаимодействуют как отдельные независимые суверенные страны. Это вот буквально такое новое предложение российского мирового порядка. Не Оманом единым. На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году были представители Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, то есть и других, да, стран Ближнего Востока. То есть мы видим, как, несмотря на то, что США пытаются привлечь весь мир к блокаде, к какой-то изоляции России, страны Ближнего Востока понимают, что многополярный мир предполагает какую-то свободу действий, да, и не идут на поводу у этих политических притязаний Вашингтона. За 2023 год торговый оборот между Россией и странами Ближнего Востока и Северной Африки увеличился на 20%. Эти страны заинтересованы в российских инвестициях, в российской экспертизе и в российском опыте. Сотрудничество между странами также идет по линии энергетики, по линии инфраструктурных проектов и уже по важной, да, уже упомянутой линии продовольственной, агропромышленной. Россия поставляет 15% всего зерна, которое потребляют страны Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, как мы уже говорили, Петербургский международный экономический форум — это отчасти и событие политическое. На встрече 2024 года за кулисами довольно активно обсуждалась ситуация с возможностью мировой войны. То есть лидеры стран Ближнего Востока были заинтересованы в том, чтобы мир сохранялся на каких-то вот позициях нормальности.
И они, например, нередко критиковали западные страны за то, что, оценивая конфликт России и Украины, западные страны видят только украинскую сторону, да, а не воспринимают всерьез российские озабоченности по вопросам безопасности. Именно поэтому мы, кстати, видим большую роль стран не Запада, да, так называемого мирового большинства в каких-то обменах пленными и в каких-то контактах, которые идут между Россией и Украиной. Роль Запада как посредника оказалась, в общем-то, дискредитирована, и место Запада занимают в том числе страны Ближнего Востока. Кроме того, страны Ближнего Востока не могут быть не заинтересованы в безопасности самого Ближнего Востока, где продолжается война между Израилем и Хамас. Мы видим, как США вместо того, чтобы занимать позицию миротворца и медиатора, занимает позицию безоглядного сторонника Израиля. Мы говорили об этом в прошлом выпуске. И, естественно, их не может это устраивать. Они понимают, что и решение ближневосточного кризиса также должно прийти откуда-то не с Запада. И, возможно, Китай или Россия могли бы здесь сыграть важную роль. В любом случае, мы понимаем, что хорошо, пусть не будет решения достигнуто прямо сейчас, но именно вода точит камень вот этого однополярного мира, буквально западного мирового лидерства. И страны замечают это все активнее, и несмотря на окрики из западных столиц, продолжают выстраивать взаимовыгодные, суверенные отношения с Россией, ну и вот с Китаем. Большую роль в выстраивании вот этого нового мирового порядка, что называется, играет БРИКС. Это организация, куда приглашены с 1 января 2024 года Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Иран. И мы понимаем, что эта организация становится все более влиятельной. Она уже не только экономическая, как была раньше, это уже организация во многом политическая, предлагающая какой-то альтернативный взгляд на вещи в мире и способная выстраивать кооперацию вне западного влияния. Так что здесь понятно, куда идет вектор. Вектор идет в сторону отказа от руководства Запада, и, в общем-то, США теряют не только Ближний Восток, но и буквально теряют контроль над всем миром. Значит ли это, что эра американской гегемонии закончена? Да нет, конечно, пока еще ничего не значит. Дело в том, что США по-прежнему обладают огромной армией, огромными ресурсами, огромным влиянием на весь мир, но вектор, повторюсь, вектор здесь задан однозначным образом. И мы можем рассчитывать, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе отношения России и стран Ближнего Востока будут только увеличиваться. И все это, мы надеемся, приведет нас к более справедливому, равному, суверенному и хорошему миру. Спасибо. С вами был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если вы хотите в чем-то разобраться вместе, то оставьте, пожалуйста, комментарий. Встретимся через неделю.